Привет, меня зовут Алена, и это 10-й, можно сказать, юбилейный выпуск 100 дней русского языка. В первую очередь мне бы хотелось поблагодарить моих подписчиков, которые помогают мне делать субтитры. Недавно на канале появились немецкие субтитры к последним выпускам. Спасибо, что помогаете мне в развитии моего канала. 12 июня – День России. Не знаю, стоило ли мне делать это темой отдельного выпуска, так как можно сказать, что все мои видео о России. Но этот выпуск будет особенным, музыкально-поэтическим. Такого еще не было. Я прочту вам стихотворение о России и русском языке под музыку российского композитора Юрия Весняка. Перед каждым прочтением я, как обычно, буду объяснять сложные слова, чтобы вы лучше могли понять стихотворение. И первое, что я прочту, будет стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева, которое называется «Русский язык». Разберем слова. Сомнение – это неуверенность в чем-то. Я сомневаюсь. Например, я сомневаюсь, идти ли сегодня гулять, так как обещали дождь. Тягостный – это трудный, мучительный. Это тягостный разговор со священником долго не выйдет из моей головы. Опора – это место, на которое можно стать, опереться. Это предмет, который служит поддержке чего-то. Впасть в отчаяние. Отчаяние – это состояние крайней безнадежности. Впасть в отчаяние значит погрузиться, то есть войти в это состояние. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Это стихотворение было написано Тургеневым в 1882 году. Его часто учат в школе на уроках русского языка и литературы. И мы часто говорим, когда шутим, когда кто-то не может связать двух слов, когда кто-то произносит какие-то некрасивые, плохие слова. Да, великий и могучий, говоришь. Следующее стихотворение уже не в прозе, а в стихах Вадима Шефнера, которое называется «Слова». Но сначала слова. Сквозить. В данном контексте это значит просвечиваться, виднеться. Через щель сквозит свет. Плен – это ограничение свободы человека, который участвует в военных действиях. Сдаться в плен – это сознательно лишиться свободы. Полк – это единица для счета войск. Пехотный полк, авиационный полк. Предать – это нарушить верность. Не доверяй тому, кто однажды тебя предал. Разящий свинец. Разящий – это смертоносный, смертельный, убивающий. Свинец – это материал, из которого делают пули. То есть разящий свинец – это смертельный выстрел. Знамя – это символ или эмблема какой-либо организации. Но высокий пост – это высокое служебное положение. Нажиться – это обогатиться, получить большую прибыль.
Например, сейчас люди наживаются на продаже масок. Траншеи – это длинные узкие ямы, рвы, с горами земли по бокам или с одной стороны, созданные для ведения боя, для защиты от противника, от его танков. Разменная монета – это человек или предмет, который с легкостью можно отдать, которым можно пожертвовать для достижения какой-либо цели. Вадим Шефнер. Слова. Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать, и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Но слова, всем словам в языке нашем есть: слава, родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому. Позабудет о них он в огне и дыму. Он не вспомнит о них на горящем мосту, их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленный прах. Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни, и не делай их слугами в мелком быту, береги изначальную их чистоту. Когда радость, как буря, или горе, как ночь, только эти слова тебе могут помочь. Это стихотворение было написано Вадимом Шефнером в 1956 году. Если вы когда-либо думали, что вам очень нравится русский язык, но вы порой не понимаете русских людей, их поступки, то вот вам объяснение всему явлению. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Аршин – это старорусская единица измерения, равная длине руки 28 дюймам или чуть более 70 сантиметрам. Стать – это склад, характер, то есть у России особенный характер, поэтому в нее можно только верить. Так же, впрочем, как и в мой канал. Если вы в меня верите и хотите получать больше интересных видео, то ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ваша поддержка очень много значит для меня.
Чем больше вашей поддержки, тем больше во мне энергии, чтобы делать что-то необыкновенное, что-то увлекательное. Что касается следующего выпуска, то 19 июня в истории России был создан комитет по ликвидации безграмотности. Поэтому мы рассмотрим правила, которые вызывают трудности даже у носителей русского языка. Чтобы не пропустить видео, жмите на колокольчик, и тогда вам придет оповещение о публикации нового ролика. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующую пятницу. С вами была Алена. Пока.